Решил сегодня прогуляться до Скальников возле поселка Новый, недавно просматривая архивное видео. Мне показалось, что там на этих скальниках видны следы нарезки древних технологий. И сегодня я решил сходить и проверить это дело. По пути вот попадаются интересные такие конфигурации. 2,5 метра. Вот эта конструкция. Это я еще не дошел до скальника. Это интересное каменное поле. Много камней. Возле многих вот такие ямы. Вот одна яма, вторая, третья, четвертая, пятая. А точнее уже, наверное, 50-я. Вон ямы. То ли выковыривали когда-то эти булыжники отсюда, то ли во время войны что-то было. Тут, кстати, в этом же месте недалеко дольмены. Ну ладно, по пути, если будет что-то интересное, буду показывать. Иду и все больше убеждаюсь, что да, здесь что-то выковыривали, но не люди. Ну вот, например, каменюка размером, наверное, с полмашины или даже больше. Яма. И вот оттуда снизу вынут кусок. Причем следов механической обработки какой-то я не вижу. Остатки сбил. Или вот, например, камень поменьше располовинит. Ровненький срез. Ну вот, если бы это люди кололи, здесь бы были насечки от клиньев. Этого нигде я не видел. Вот тоже отсутствует кусок. Какие-то лунки. Вот уже что-то похожее на технологии древних. Лучевые. И таких камней тут все. Вот яма. Вот яма. Там дальше ямы. Ну вот и дошел я до начала гряды скальников. Я зашел со стороны трассы. И вот они тянутся примерно на полкилометра в сторону поселка Новый. Сейчас по низу пройду, где смогу. Посмотрим, что там интересное. Вот начали попадаться первые следы оплавления по моей терминологии. Вон там. По подобным следам у меня есть видео по поселку Пшада. Рекомендую посмотреть. Естественно, я не имею в виду термическое оплавление. Я имею в виду энергетическое. Вот луночки видны. Ну, ученые, конечно,
считают это выветриванием. Интересный рисунок. Но так как у меня канал эзотерический, я эти версии не обсуждаю. Не надо мне писать в комментариях про всякие выветривания, химические процессы. Вот еще. Подойду. Я извиняюсь за дерганные кадры, но рельеф такой, что по-другому никак. Ну, все видно. Вот обнаружил интересный след. Рука для размера, ну, сантиметров 8. Можно сказать, идеально ровный. Длина, наверное, 1,5 метра. Вообще, как я понял, все следы деятельности постарались удалить, чтобы человечество не заморачивалось и развивалось самостоятельно. Телефон улетел. Так, ну вроде бы снимает. Между камнями приземлился. Так. То ли я что-то не то начал говорить, что у меня с рук выбило его. То ли совпадение. О чем я? Человечество оставили небольшие следы для размышления, для анализа. А он, кстати, второй. Ну да. Так, сейчас пойду. И он. Так, плохо видно. Ну, он вроде как даже параллельный. Ладно, идем дальше. Вот еще очередной след оплавления. Вот как будто вот этот блок здоровенный отделяли. Вот, например, рядом кусок, он ровненький. Списать это на то, что состав камня такой и начал выветриваться. Но почему один кусок не выветривается, а второй выветрился? Так же не должно быть. Здесь тоже. Там дальше. Но я отсюда вижу. Там дальше тоже что-то подобное будет попадаться часто. Но буду снимать самое интересное. Недалеко я отошел. Увидел интересный объект. Вот такой небольшой гротик. Ну, сантиметров 20. Может, чуть больше. Шириной. Песчаное дно. И вот такие вот воночки. Ну, вот самая большая, сантиметра 3 диаметром. Списать это на какие-то капли. Но капли такие большие следы не оставляют. И оно бы спрессовалось. Насекомые обычно делают такие лунки, но в земле, когда тоннель прорывают, наружу выгребают материал. Но здесь камень.
Что это такое? Резонансы какие-то собираются. Ну, видно, что осыпается. Это для скептиков как раз самое то. Про выветривание. Но вот почему-то это выветривание, вот это все не выдуло. Ну, надеюсь, поверите мне на слово, что это я в карманах не принес песок, не натыкал пальцем ради хайпа. Так, что у нас? Вот умника. Ну, вообще пальцы, руки не рекомендую в такие лунки засовывать. Особенно на дольменах или каких-то иных мегалитических объектах. Потому что это, коммуникационные интерфейсы. И вмешиваться в канал, ну, может быть, чревато. Камеру хоть не выключай. Все интересно. Но молотить все подряд тоже, думаю, будет нудно смотреть. Вот интересный след. Прямо на углу. Ну, тут, конечно, трудно поспорить. Ой, да. Вот так вот бывает, и это уже не первый раз. Продолжаем. Но тут, конечно, трудно поспорить с учеными насчет выветривания эрозийного разрушения. Но опять-таки, если рассматривать с техноэзотерической точки зрения, это может быть слой измененного камня. Так, как бы опять не на месте реза. И этот слой тут вообще насквозь. И этот слой разрушается. Какие-то рисунки. Там наверху. Идем дальше. Ну вот здесь явно была выемка блока. Вот здесь где-то 2,5 метра. Здесь потом поуже дугой, потом еще уже. Сейчас попробую подобраться. И заканчивается как бы под конус овальным таким следом. Ну, понятно, что это не просто отвалился блок. Ну, вот как здесь, например, вот остроконечные сколы. А здесь что-то как будто энергетическое там было и могло выдавить нужный кусок. И вот, кстати, видно луночка. То есть след. А вон еще желобообразный какой-то след. Ну вот видно наплывы, точнее лунки, как будто от конкреции, шарообразные. Просто кадр.
без комментариев. Специально для вас посадил ящерицу в один из наплывов. Ладно, шучу. Весну почуяли, повылазили. И не боится. В упор. Хорошо. А так? Солнечные ванны принимала ящерица. Помешал ей. Ну вот еще одни наплывы. Вот там вот что-то непонятное. Попробую подлезть. Ряд лунок. Ну и скол, но это уже природный. Здоровенная каменюка отвалилась. Увидел на ней след. Вон лунка и тянется цепочка в виде углубления. Как будто лучом проходили, и то либо конечная точка, либо наоборот точка входа, а дальше уже проходили вдоль нужного им реза. Но здесь здоровый фрагмент отсутствует. Вот опять облавления такие. Рядом ровный скол. Там дальше тоже похожее все. Какая-то загадочная конструкция попалась. Тут углубление внутри камня. Ну, я на вытянутой руке сейчас показываю. Но, как я понимаю, пустотелый камень. Такие на Пшаде я видел. Уже говорил я, что видео у меня есть. Рекомендую его посмотреть. Увидел вверху еще парочку дугообразных вырезов. Я почему на них акцентирую внимание? То, что такие вырезы иногда попадаются на дольменах.
И это мне говорит о том, что это какой-то след технологии. Правда, непонятно какой. Ну, попадается дальше одно и то же. Вот интересная композиция. Деревца и рядом вот такой мегалитический QR-код. Ну а почему бы и нет? Какой-то алгоритм здесь оставил отпечаток. Ну, дальше пошел уже участок с голыми отвесными скалами, утыканными альпинистским инструментом. Куча надписей. Здесь был Вася. Смотреть особо нечего. Ну, пройду для очистки совести чуть дальше. Посмотрим. Ну, дальше гряда заканчивается. Вот видим за моей спиной блоки. Вот я сижу на одном. Возможно, отсюда брался материал с дольменом, который здесь в нескольких километрах в этом районе. Дольмены гиганты. Видео у меня тоже есть по ним. Я максимально постарался сократить видео. Все подряд не молотил. В принципе, самое основное я показал. Приезжайте, сами смотрите. Ну и, наверное, прикреплю я из архива видео 20-летней давности, когда я тут был первый раз. Раз я что-то тогда снимал, значит, меня что-то привлекло. И, возможно, там будут кадры, где показано то, что я сейчас пропустил. Там несколько минут. Кому интересно, смотрите. Обратно решил спускаться ниже скал. Надеюсь, что что-нибудь интересное попадется. Ну и вот, например, попался блок. Вырез. Такие вырезы делают в пяточных плитах у дольменов. Но здесь он, правда, не сильно явный. Наверное, потому и брошен то, что не получилось. Ну, вроде бы что-то есть. И я так подумал, что это навряд ли пяточный блок, потому что смысл в этих вырезах подгонка на месте, а не где-то в карьере. И вот я от него только отошел, увидел единственный за всю прогулку след людской деятельности. Видны насечки под клинья. Но от скал недалеко. Ну, вот это, пожалуй, единственный объект, где отсюда не видно. Где видно, что работал человек. Я всегда стараюсь идти обратно другим путем. Есть шанс захватить что-то новое, осмотреть.
И в этот раз тоже не зря увидел еще один камень со следами клиньев. Ну вот видно. И она идет аж туда, серия углублений. Здесь они цилиндрические. Ну, сантиметров 8 глубина. Здесь меньше. Хотя вот соседний, он узкий. Вот этот тоже на входе узкий. А дальше вглубь пошел цилиндр. Ну вот видно, что пытались колоть и забросили. Но здесь уже далековато от скальников. А там камень какой-то. Пойдем посмотрим. Вот видно, что люди работали, забросили, потому что трудно было, наверное. А тут мегатонны. Расколотых камней. Вот камень на камне. По камням, лежащим на дольменах, на камнях, у меня тоже есть видео. Это последняя из серии эзотерическое дольменоведение. 9-е. Вот еще один камень. Там я много примеров показываю. Ну, это, наверное, последние объекты в этом видео. Я уже почти подошел. Ну и смотрите обещанное архивное видео. Там интересно.